Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Это новое видео будет посвящено теме планирования в колесе жизненного баланса. Этот инструментарий планирования вы можете применять не только в колесе жизненного баланса, но и применять во всех сферах своей жизни, потому что если вы этот навык натренируете в своем колесе жизненного баланса, он будет успешно применяться во всех сферах вашей жизни, и, возможно, вы станете даже наставником по эффективности, по применению инструмента планирования. И зачем нужен этот инструмент планирования, я вам сейчас расскажу. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. На нашем канале есть много очень интересного видео об эффективности, о том, как находить друзей и единомышленников. И, конечно, все это мы рассматриваем через тему колеса жизненного баланса. Будет интересно, поэтому пересылайте это видео друзьям, знакомым, а я начинаю. Итак, планирование в нашей жизни применяется в разных сферах, но большинство людей, когда рассматривают свою личную жизнь, они тему планирования отодвигают на задний план, и чаще всего это те, кто инструменты планирования не пощупали и не потрогали. И давайте эту тему рассмотрим в этом видео. Итак, что мы знаем о планировании? Для многих из нас планирование — это такой вот школьный дневник, в котором все разложено в течение недели. Для кого-то это еженедельник, в котором вы видите всю неделю, и крупными мазками или крупными блоками вы можете там запланировать какую-то очень важную встречу, какое-то очень важное задание, то есть сосредоточиться на очень важных делах. Для кого-то планирование — это ежедневник, в котором вы отмечаете все дела, которые вы хотите сделать. Все это элементы планирования. В колесе жизненного баланса мы честно рассказываем о тех инструментах, которые являются, на наш взгляд, самыми эффективными применительно к колесу жизненного баланса, а есть более универсальные приемы, которые будут вам полезны буквально на все случаи жизни. Планирование имеет очень большой плюс, и это заключается в том, что мы всегда планируем те вещи, которые являются очень важными для нас, и тема личного планирования — это всегда планирование того, что мы больше всего любим, что больше всего нравится, что для нас является более важным. Чем отличается колесо жизненного баланса или методика колеса жизненного баланса от других методик? В колесе жизненного баланса мы никогда не пишем те задачи, которые нужны кому-то другому. В колесе жизненного баланса мы всегда задачи пишем те, которые нужны нам. Конечно, бывают случаи, когда в колесе жизненного баланса нужно решить задачу, преодолеть ту ситуацию, которая сложилась из-за внешних причин, но когда вы станете продвинутыми пользователями колеса жизненного баланса, вы поймете, что колесо жизненного баланса — это всегда те ситуации, которые вы планируете, которые нужны вам. Если ваше планирование и ваш график недостаточно плотный, туда может залететь или появиться та ситуация, которую вы не очень любите, которая не очень желательная вам. Чаще всего так и бывает. Поэтому я вас призываю к тому, что если есть что-то приятное, полезное, хорошее, которое вы хотите чтобы должно случиться в вашей жизни, пожалуйста, планируйте это заранее с помощью колеса жизненного баланса. Колесо жизненного баланса — это 8 сфер. В нашей колесе жизненного баланса, назовем ее колесо жизненного баланса LongSwim, чтобы так всем было понятно, на каком YouTube-канале. 8 сфер — это вполне достаточно для того, чтобы все сферы были учтены. Кто-то может сделать гораздо больше сфер, 14 или больше. Это на ваше рассмотрение. 8 сфер колеса жизненного баланса вполне достаточно для того, чтобы вы не путались, не были перегружены. Но это больше, чем 2 или 3 сегмента жизни, на котором вы хотите сконцентрироваться, а другие остальные для вас не будут существовать. 8 сфер колеса жизненного баланса — это отработанная методика. Очень хорошо применяется на неделе. Например, у нас в неделе 7 дней. Убираем одну сферу, допустим, яркость жизни, как 8-ю. Пускай это для многих будет просто какое-то время отпуска или время, когда вы уехали на свой заслуженный отдых, и тогда у нас 7 сфер жизни вполне спокойно можно каждой сфере уделить один день и
не будет вот этого вот яркого дисбаланса, когда одну сферу мы очень тщательно планируем, а другую сферу не тщательно планируем. Итак, давайте рассмотрим как бы две стратегии планирования. Мы в какой-то сфере очень все тщательно планируем, а в какой-то сфере, ну, вообще ничего не планируем и пускаем все на самотек. Давайте я вам сейчас расскажу о преимуществах планирования, когда мы ставим сначала долгосрочные цели, от долгосрочных целей потом переходим к краткосрочным целям, и от краткосрочных целей мы уже расписываем наши планы на месяц, и потом появляются планы на неделю, и наоборот, мы сначала планируем неделю, и так далее, и так далее. Итак, в чем преимущество, когда мы планируем свои долгосрочные цели на год? Преимущество заключается в том, что мы точно можем спланировать как бы свой отдых, свой отпуск. Это сфера яркость жизни, и чем больше у нас спланирован как бы отпуск, тем больше у нас возможности тщательно подготовиться. То есть в отпуск мы уходим не с работы, там, а плавненько целую неделю на работе отпускаем себя из этой ситуации насыщенного трудового дня и потом уходим плавненько как бы в отпуск. Итак, одну сферу на год мы можем планировать легко, и я думаю, что это не вызовет ни у кого каких сложностей. Это как бы яркой жизни, как бы свой отпуск, время, когда нам необходимо восстановиться, перезагрузиться, набраться новых как бы впечатлений для того, чтобы уже с новыми силами стремиться к тем задачам, которые мы поставили. Следующая сфера, которую мы можем очень легко запланировать, пускай не точно, пускай там со сдвигом на 1 месяц или на 2, это сфера духовного роста и творчества, когда мы можем в каждом месяце выделить себе время на хобби. Хобби должно быть, ну, примерно ежемесячным. Почему? Потому что, как правило, у человека бывают 2-3 вида хобби. Это может быть какой-то активный отдых на природе. Это может быть хобби, которым можно заниматься дома. Если вы хобби можете заниматься дома, как минимум 1 раз в месяц этому хобби нужно уделить немного времени, чтобы вы могли побыть в том состоянии. Но, по сути дела, хобби – это то состояние, при котором мы очень сильно наполняемся энергетикой. Это то, что позволяет нам задействовать те зоны коры головного мозга, которые, ну, не были задействованы, но это дает как бы другой части мозга, которая задействована на работе, отдохнуть, пересобрать ту информацию, которая была как бы в хаосе, какие-то структурные там комочки, рядочки, разложить все по полочкам. Это дает нам возможность нашему мозгу просто переварить тот объем информации, который мы поглощаем ежедневно, еженедельно и так далее. Следующая сфера, в которой мы можем легко как бы планировать, это сфера нашей повседневной работы, потому что это делается очень-очень просто. Есть выходные дни, чаще всего это суббота, воскресенье, есть рабочие дни, когда мы полноценно можем погрузиться как бы в работу. И если мы погружаемся как бы в работу, что нужно в сфере карьеры и бизнеса как бы спланировать? Надо спланировать свое состояние 8-10, то есть состояние 8-10 в сфере карьеры и бизнеса. Это ваш собственный бизнес, который вы хотите иметь, который вы можете там раз в полгода или раз в год к нему возвращаться, просчитывать, иметь какие-то детальные планы, ну, то есть как бы всегда держать это в фокусе. Можете поверить мне, можете проверить какие-то источники, историю успеха, но всегда, когда вы о своем бизнесе мечтаете, складываются такие вот моменты, ситуации, когда вот все сходится в одной точке, и деньги, и инвестиции, и возможности, и нужные люди, и раз, и вы попробовали, и у вас получилось. Бывают, конечно, ситуации, когда вы попробовали и не получились, но это совершенно другая история, но вы получаете тот колоссальный опыт, который позволяет вам со второй, с третьей, там, с 10-й нужной попытки сделать свой бизнес, который дает вам широкие, колоссальные возможности для реализации ваших знаний. Теоретических, практических, всех. Вот. Рассматриваем следующую сферу как бы денег. Сфера денег – это финансовое планирование. Те, кто работает в сфере бухгалтерии и финансов, это ваш золотой час. Вы можете, планируя собственные ресурсы, там, сколько денег необходимо отложить на отпуск, на что все-таки накапливать деньги, у кого можно привлечь деньги, на каких условиях, кто может выступить инвестором. Эти все вопросы вы можете обсуждать, планировать, ну, примерно 1 раз в месяц, и тогда
ваши планы долгосрочные по тому, что вы можете быть реализованы и получать финансы в других как бы сферах, уже становится как бы больше реальностью. Самое важное, что вы можете планировать, и когда вы спланируете, вы поймете, это не стоит таких больших как бы денег, это состояние 4-8 в сфере денег, это когда вы рекламируете себя, свои услуги, свою экспертизу, рекламируете свой потенциал и ваше умение справляться с трудностями. Всегда найдется тот заказчик, который оценит вас, всегда найдется тот человек, который станет вашим единомышленником. Наш канал называется Long Swim «Как найти единомышленников». И мы рассказываем, постепенно подводим вас к мысли, что по мере того, как вы будете использовать колесо жизненного баланса, ваша вероятность найти единомышленников становится все больше, больше и больше. Следующая сфера – это сфера личностного роста. Любое обучение вы можете как бы спланировать. Попалась какая-то рекламка, заинтересовались каким-то лектором, понадобилось профессиональное повышение квалификации на работе. Планируете ближайшее обучение, вам скажут график, оплачиваете или оплачиваете потом, то есть входите в обучение, зная те даты, когда вам необходимо пройти обучение. Обучение всегда полезно. Напоминаю, что состояние 0,4 вы получаете знания легко, вникаете в суть ситуации, вникаете в те данные, которые дают вам лекторы, и плавно переходите к состоянию 4,8. А что из того, что вы услышали, увидели, можете применить. Здесь мне нужна ваша обратная связь. Пожалуйста, говорите, что из видео для вас оказалось интересным, какие инсайты у вас через некоторое время возникли. Пожалуйста, пишите в комментариях под любым видео. Если тема окажется достаточно интересной, мы постараемся ее раскрыть более подробно. Если ваша история успеха будет захватывающей, я постараюсь эту историю успеха озвучить, прокомментировать, и, возможно, эта история успеха кого-то вдохновит, и мы считаем, что наша миссия будет выполнена. Мы историями успеха будем вдохновлять других людей на то, чтобы они стремились к своей мечте, пользовались теми возможностями, которые есть у них в распоряжении, и хотелось бы, чтобы ваша жизнь становилась лучше, потому что для того, чтобы жизнь становилась лучше, для этого требуются только ваши усилия. Следующая сфера, в которой можно очень легко планировать, это здоровье и спорт. Остановлюсь на теме спорта. Спорт дает прекрасную возможность ваш организм не подвергать высоким нагрузкам. Я сторонник того, что потенциал человеческого организма, он огромен, и профессиональные тренера могут этот потенциал сделать доступным для вашего использования. Что такое потенциал вашего здоровья? Это та энергетика, которой вы обладаете, это вам приходит любая задача, которую нужно решить, и вы говорите: все, я уже готов ее решать, я переполнен энергией. И бывают такие ситуации, когда с вами что-то такое не очень хорошее произошло, и вы потухли, поникли. Это два разных состояния. Когда вы реально тренируетесь, реально занимаетесь регулярным спортом, вы к задаче подходите по-другому. Так, эту задачу надо выполнить, надо кого-то привлечь, с кем-то посоветоваться. Есть такое решение, есть другое решение. Каким-то активным образом вы подходите к тому, что задача вас не сломливает, а наоборот закаляет. И тут же откликаются люди, которые находятся в вашем окружении, которые говорят: слушай, давайте помогу решить эту задачу. Не обязательно это делать одному, это можно сделать вдвоем. Следующая сфера, где можно планировать, друзья, окружение. Мы плавно здесь пройдем от состояния 0,4, когда друзья и знакомые навязываются свой календарь общения, и вы плавно переходите к тому, что вы проявляете инициативу и с некоторыми людьми хотите встречаться чаще, лучше, видите в этом здоровую перспективу. И очень важно переходить к состоянию 4-8, не только получать эмоциональную зарядку от друзей и родственников, и делать какие-то совместные вещи, которые вы видите интересными, которые вы видите полезными, для вас, для ваших детей, для окружающей среды, все, что имеет какой-то общественный резонанс. Можно здесь что-то планировать, конечно, здесь можно планировать, особенно здесь очень важно планировать свои выходные дни, как вы активно проведете время или проведете это время наедине, в каком-то своем узком кругу, с любимым человеком, с любимой женщиной, или просто вам нужно побыть в одиночестве. Кстати, побыть в одиночестве – это вполне
нормальная практика. Главное, чтобы ваш любимый и близкий человек понимал, был заранее извещен к тому, что для вас эта практика является очень-очень важным. Это не значит, что вы разлюбили вашего любимого человека, любимого женщину, любимого мужчину. Это просто вот то состояние, когда вам нужно собраться с мыслями, и из этого состояния вы выйдете более наполненным там, любовью, нежностью и прочее. Никогда не забывайте про обратную связь с вашими близкими. Те, кто вас ценят, они вас поймут. Те, кто вас сомневаются, они проявят себя, и вы будете понимать, как вам вести с данной категорией. Следующая сфера отношения семья. Здесь это тема бурных споров, что мы планировать можем в своей совместной жизни, что не нужно планировать, или давайте жить спонтанностями. Если вы начинающий пользователь колеса жизненного баланса, конечно, пожалуйста, проживите тему отношений в спонтанности. В этом есть свои прекрасные моменты. Это хорошие эмоциональные переживания. Если вы продвинутый пользователь колеса жизненного баланса, вы уже знаете как бы ответ, что все, что укрепляет ваши отношения, нужно как бы планировать, этому нужно уделять время. Отношения – это то, что нужно как бы развивать. И здесь вклад двоих людей должен быть как бы взаимным. Каждый из людей, кто находится в отношениях, имеет право там предлагать какие-то свои варианты совместного досуга, совместного времяпровождения. Любые действия, которые укрепляют отношения, они приветствуются. Не стоит забывать, что отношения и сферы личностного роста, они должны быть как бы вместе. Здесь вы желательно должны практиковать совместную практику изучения того, как можно развивать свои личные отношения, чтобы у вас была единая теоретическая подготовка, когда у вас просто с любимым человеком будет разная теоретическая подготовка, вы поймете, что методика одного тренера и методика второго тренера, они могут быть как бы в корне отличаться, хотя они преследуют как бы одну цель, чтобы вы были счастливы. Конечно же, я рекомендую смотреть видео на нашем YouTube-канале. Здесь собраны различные взгляды на то, как быть эффективным, как находить единомышленников, как находить взаимопонимание с любимыми. И самое главное, вы в наших видео найдете ответы, как планировать свои цели. И вот сейчас про цели и про планирование я расскажу подробнее. Итак, в каждом сегменте вы уже можете планировать как бы свои цели. Если у вас есть какая-то одна цель, и вы не хотите на другие цели как бы размениваться, тогда, да, планирование должно быть как бы крупным или детальным. Все зависит от того, насколько грандиозная цель. Но если у вас появляются несколько целей, больше 3-5, то тогда планирование – это очень важный элемент. Почему? Потому что возникает такое понятие, как приоритеты. То есть цель планирования – это понять приоритет. То есть что нужно сделать в первую очередь, где есть ограничения по времени. И вот это вот планирование, когда оно переходит плавно в приоритет, у тех, кто практикует колесо жизненного баланса уже как бы чуть-чуть, хотя бы около 3-6 месяцев, у них это естественное как бы явление, как у вдох-выдох у пловца, да, то есть вы уже выработали четкую взаимосвязь, да, есть цель, я планирую какие-то еще параллельные цели, происходит этап планирования, появляется приоритет, это можно сделать в первую очередь, это можно сделать, потому что здесь меньше нужно затратить ресурсов, это можно отдать на субподряд, здесь нужно привлечь кого-то, и приоритеты дают возможность вам спланировать как бы свое время. Хорошее планирование отличается тем, что оно помогает сберечь ваш ресурс и вовремя просчитать как бы риски. Когда у вас появляется приоритет, вы немножко рассчитываете риски. Возникает риск, как я поступлю, кого я привлеку к решению этой задачи, с кем могу посоветоваться, если вот зашли в какое-то новое дело. Если вы этим занимаетесь как бы все время, возникла какая-то ситуация, с которой нужно срочно выйти, вы для себя принимаете решение. Если я это буду делать сам, я сильно или сама устану, я потрачу много времени, а если я кого-то привлеку, то ситуация может выглядеть уже не такой страшной, потому что
вы уже, как бы посмотрев наше видео, уже понимаете, что в зависимости от вашего окружения есть люди, которые всегда вам будут помогать, потому что они считают, что помогать это классно. Есть люди, которые ждут, когда вы там ошибетесь, где-то с вами произойдет какая-то ситуация неприятная, они будут как бы радоваться. Вот с теми людьми, которые всегда хотят прийти к вам на помощь, нужно быть уверенными и всячески им тоже как бы помогать, это, ну, как бы нормально. Есть и люди, которые хотят, чтобы в вашей жизни все было, ну, не так как бы хорошо, от них, ну, наверное, нужно держаться подальше, потому что мы их не переделаем. Возможно, у них был какой-то отрицательный опыт, возможно, они больше нуждаются в помощи, и всякие вот эти вот попытки там, вас расстроить, это всего лишь такой вот призыв о помощи. Ну, так это можно как бы трактовать, потому что я хотел бы, чтобы это видео было положительным, и вы не расстраивались по поводу того, что в вашем ближайшем кругу вот как бы вот здесь окажется много друзей и знакомых, которые вот, ну, ведут себя соответствующим образом. Если вы обнаружите много друзей с таким состоянием, ваше состояние это однозначно 0,4. То есть состояние 0,4 у вас всегда будут окружать люди, которые вам, ну, скажем так, вредят или пользуются вашим временем, нагружают своими проблемами. Когда вы перейдете в состояние 4-8, начнете больше действовать, у вас появятся единомышленники, они сами вас найдут, они сами будут вам предлагать помощь, вы сами удивитесь, насколько легко находить единомышленников. Можно здесь вспомнить Дейла Карнеги с его книгой «Как находить друзей». Тоже рекомендую как бы почитать, но в колесе жизненного баланса всегда нужно переходить к состояниям. То есть, чем больше вы действуете, тем больше у вас получается единомышленников. Главное, что нужно сделать с единомышленниками, вам нужно дать обратную связь, что вы обладаете такой-то экспертизой, вы умеете делать то-то, то-то, и если понадобится помощь, я помощь окажу на платной или безоплатной основе. Ну, если вы эксперт, и ваше время стоит дорого, не стесняйтесь называть свою цену. Для многих эта цена оказывается приемлемой или, может, даже очень-очень желанной. Итак, перейдем дальше как бы к планированию. Когда мы попробовали планирование от яркости жизни по часовой стрелке, мы приступаем к второму этапу планирования. Это планирование от ближайшей к цели к долгосрочным целям. И это планирование называется против часовой стрелки. То есть это планирование, когда мы начинаем от друзья и отношения и идем против часовой стрелки. Все, что находится в отношениях, чтобы это не было там каким-то взрывом спонтанности, то есть, пожалуйста, на неделю с любимым человеком можете спланировать любые совместные дела. Уборка, совместный отдых, времяпровождение, поход на день рождения, это все в течение недели можно спланировать. Даже вот выбор подарка можно сделать увлекательным как бы путешествием или сделать его увлекательным событием. Дальше, друзья и окружение, мы тоже планируем. Здесь выбираем тот период, на который мы можем планировать. И сферу здоровья и спорта — это какие-то повторяющиеся события. Но в здоровье и спорте я всегда как бы повторял, и сейчас в этом видео обязательно напомню, если вы занимаетесь спортом, обязательно пробуйте участвовать в соревнованиях. Соревнования — это ваша прекрасная возможность найти единомышленников, это прекрасная возможность гордиться тренером, потому что тренер вас подготовил, и вы увидите результаты как бы других учеников, то есть результаты как бы других тренеров, но всегда это будет повод гордиться собой. Личностный рост, обучение — это то, что можно спланировать на 3-6 месяцев вперед. И, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Если вы хотите быть все время в тонусе, смотрите наши видео. Они выходят еженедельно. Там будет отдельный плейлист, где мы соберем видео очень короткие, до 30 минут. Будут видео, которые более длинные, более 30 минут. То есть в зависимости от того, сколько у вас есть времени, мы вас будем стараться погружать в то состояние, где вы будете понимать, что состояние 0,4, где вам требуется эмоциональное переживание, это уже прошлое вашей жизни, вы уже вполне достойно можете находиться в состоянии 4,8, то есть быть готовым к каким-то действиям. Я очень желаю, чтобы многие из вас пришли к состоянию 8-10, когда вас переполняет энергетика, и вы этой энергетикой вдохновляете людей на какие-то хорошие дела. Сфера денег имеет два вида планирования. Я рекомендую все-таки все, что связано с деньгами, планировать в обыкновенном бумажном блокноте. Почему? Потому что блокнот дает неограниченное поле для фантазии.
Я имею в виду, то есть вы можете сделать любые виды как бы расчетов, более точные или набросками. С одной стороны, блокнота, пожалуйста, ведите планирование еженедельное наперед, какие затраты, какие доходы у вас есть. А с другой стороны, блокноты просто переворачивайте, пишите какие-то свои долгосрочные планы, и где-то на середине дневник ваш сойдется. И вы, кстати, по этому схождению можете увидеть, что чего у вас больше, долгосрочных планов или все-таки планов на неделю. То есть в любом случае, если этот блокнот будете пересматривать через год и через два, вы найдете там очень много инсайтов, потому что человек так устроен, что многие инсайты, они приходят сейчас, а время их реализации, как правило, через год или через два настает. Сфера карьера и бизнес. Не зациклитесь на своих ежедневных делах. То есть, когда вы зацикливаетесь на ежедневных делах, вы, скорее всего, исполнитель. Если вы планируете на неделю вперед, вы уже топ-менеджер, руководитель среднего и высшего звена. Если вы планируете на месяц вперед, вы уже как бы руководитель полноценный, за которым идут люди, которые может вести как бы компанию в высококонкурентной среде к ее каким-то грандиозным целям. Итак, духовный рост и творчество находятся рядом с карьерой и бизнесом. Сфера хобби, оно должно дарить как бы инсайты. И если вы ведете какое-то планирование, какой-то дневник в сфере хобби, пожалуйста, записывайте инсайты. Одно время и сейчас скетчбуки стали таким вот очень хорошим инструментом для того, чтобы находить как бы инсайты. Инсайты позволяют нам любую сложную задачу видеть как очень простую, доступную к исполнению и к тому, что задача становится выполнимой не только вами, но и какими-то другими людьми, потому что вы можете рассказать, как эту задачу декомпозировать, сделать легко как бы выполнимой. Это и есть и функция руководителя. Яркость жизни. Опять приходим к тому, что ваш отдых может быть как в одиночку, так и совместный. Обязательно ищите места, где вы набираетесь сил, легко восстанавливаетесь и планируйте, пожалуйста, такие походы, такие события, в которых вы сами создаете вот эту вот атмосферу, потому что человек в состоянии 8-10 – это та атмосфера, которая находится вокруг этого человека. То есть, если человек успешно справился с элементами планирования, он легко может научить элементам планирования своих окружающих, потому что планирование – это элемент взаимодействия с другими как бы людьми. То есть, вы составили план, он, допустим, подошел с несколькими людьми, или другие люди составили план, вы там приняли тот вариант взаимодействия, который для вас важен, и в остальное время вы занимаетесь теми вещами, которые для вас приятные, полезные и служат достижению вашей цели. Итак, в этом видео я вам рассказал о планировании. Задача этого видео — раскрыть планирование как элемент легко выполнимый. Я рассказал о двух видах планирования: от долгосрочных целей к конкретным ближайшим дням, и рассказал, что два вида планирования, допустим, от недели к годовому, они тоже между собой могут прекрасно взаимодействовать, кому как удобно. Все виды планирования я лично предпочитаю делать на бумаге, на электронных носителях. Не тот эффект. Кстати, тем, кому нравится электронное планирование, пожалуйста, напишите в своих комментариях, в чем преимущество, какими программами вы пользуетесь. А те, кто любит планировать на бумаги, в блокнотах, еженедельниках, тоже напишите в комментариях, какие блокноты вам нравятся, что это вам дает. Постараемся сделать эту дискуссию эмоциональной. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Планируйте с удовольствием, укрепляйте связи с любимым человеком. Надеюсь, что у вас с любимыми вашими людьми сложится долгосрочное ближайшее и очень долгосрочное будущее. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения, у вас все получится.